Все мы помним 1.3. В свет выходит великая и злосчастная новая арена, заброшенная долина или же часть земель Варалдула. Кстати, а какое из дополнений вы бы хотели видеть на этих землях? Ведь фауна этого биома, на котором стоит башня самого Вездана, очень разнообразна. Кроме темной армии и огненных элементалей, там можно было бы встретить обитателей гнилого леса, болотных монстров, деревьев, грибов, расположившихся рядом. Огненная яма и раса демонов, владение Блэкберна и его армии нежити. Не забываем про графа Василия, а также расположенных в недрах гор поселения ящеров. Но пока что довольствуемся только этими чудиками и Джаггернаутом. Я, кстати, до сих пор обоих боссов вживую не видел. За собой новая локация перенесла на арену не только ивентовые, но и совершенно новые карты. Про них сегодня и пойдет речь. Рейлин, новый, почти, аренный редкий герой, падающий из сундуков при достижении 2300 кубков и выдаваемый игрой сразу 7 уровня еще через 50 купчей. Она милишник, не танк, то есть у нее определенно есть свои навыки выживаемости, но по большей степени она дамагер, что проявляет себя очень даже уверенно. Ее атаки имеют от 1500 до 1800 единиц урона, при скорости в 1,5 секунды. Достаточно среднее значение, в какой-то мере даже высокое, ведь многие другие ДД вертятся около единицы, но и эту проблему она в себе исправляет. Позже об этом в разделе с разбором способностей. Ну, тип урона естественно true, ведь любой персонаж без этого значения буквально мусор в данной игре. Живучесть чуть ниже танка, составляет 3778 ОЗ, ну а о такой броне могут только мечтать, целых 80%. Время респавна 15 секунд, скорость 2,5. Спасибо разраб, что не превратил ее в медленную губку для впитывания урона. Кстати, ей она может быть. Нижняя пассивка, такая уже некая база, слабость захватчика. Урон, наносимый врагами, уменьшен на 4%, что повышает живучесть юнитов вашей колоды. Нерушимый, непревзойденная храбрость Рейлин дает ей щит, который полностью игнорирует наносимый урон на протяжении 10 секунд, откат 25. Внушение страха. Ее яростный боевой клич в небольшом радиусе оглушает и дебафает на 42% урон врага в течение 6 секунд. Кулдаун 18. Натиск. Каждые 37 секунд входит в стойку ярости с продолжительностью 6 секунд. В этой стойке она бахает на стойку, которая скорость ее основной атаки, носящая немало урона, бафается на 35% и наносится по площади с ария-эффектом в 50 единиц. Что же мы имеем? Героя дамагера, при этом выполняющего и роль танка. Несмотря на среднее количество хп, она имеет очень много защиты, щит, игнорирующий его вовсе, и дебаф урона врага как в нижней пассивке, так и в основном скилле. А также не забывайте про контроль и хороший урон. Герой однозначно получился хорошим для своей редкости и имеет право на внимание, несмотря на расхайпленных драконов и сильные эпики. Думаю, в туриках она может стать популярным героем. Перед продолжением видоса напомню о моих ресурсах, ссылочки есть в закрепленном комментарии, а еще не забудь проявлять актив на канале. Падший орден, или же рыцарь. Аренный редкий спелл, появляющийся в ротации сундуков при достижении 2500 кубков на Forsaken Valley. Пехота могла бы... Интересный у меня переводчик, звучит как начало какого-то анекдота. Короче, нижняя пассивка увеличивает урон союзных юнитов на 4%. Приятненько. Скилл является саммонерским, то есть призывным. И это второй спелл за долгое время, который может выполнять ежедневный квест с призывом союзников. Раз в 27 секунд, что неплохо, вы можете разместить на поле одного крепкого юнита на 20 секунд, что почти покрывает кулдаун. Имеет почти 2500 здоровья и 35% физ армор. Сам он медлителен и не обладает мобильностью, зато неплохой чистый, главное что не грязный урон. Как по мне, это их взаимозаменяет с подкреплением. Юнитов у вторых больше, мобильность тоже, но урон с физическим типом. А рыцарь хоть и один, но более крепок и может даже что-то поддамажить. Плюс еще имеет нижнюю пассивку. Может стать колоду к драконам, но Бересат меньше в нем нуждается, имея при себе своего очень крепкого голема. А также может поиграть с героями ранжового типа. Ultimate Strike. Эпический аренный спелл, выпадающий из сундуков, так же как и Рейлин, после открытия 4-й, последней на данный момент арены. Нижняя пассивка. Героический штурм. Урон от героя в ближнем бою увеличен на 7%. И это достаточно узкая пассивка. В принципе, на нее можно и забить, но та же Рейлин и другие герои в мили не против данного бонуса. В чем заключается сам спелл? Это банально ваншот с КД в 50 секунд. Боссов и мини-боссов убить не может, только нанести немного урона, но все же очень полезен против жирных мобов, а также мобов с механикой двойных или тройных жизней. Кавалерия, берегись.
Причем данные изменения ввели совсем недавно с патчем 1.5, что позволило рейтить эту способность выше, чем раньше. В конце покажу моих любимых бустеров, что получает контент намного раньше. Спасибо вам за поддержку. И вам я советую присоединиться в их тусовку. Также, если вы фанат летсплеев, то милостиво прошу смотреть и проявлять актив на Альянсе или ХК на канале Ромка. ТГК, Дискорд, Бустит, Зен и прочее вы все еще можете найти в закрепе. Заходи сюда почаще, мы ждем вас. И до скорого.